Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных и бюджетных шоколадных кремов, которые вообще есть в кулинарии. Крем этот идеально подходит для прослаивания многослойных коржевых тортов, таких как медовики, спартак, молочная девочка, различные виды наполеонов, сметанники, различные коржевые многослойные песочные торты и так далее. Крем этот готовится очень просто и быстро из самых простых и доступнейших продуктов. Крем этот смело можно назвать одним из самых бюджетнейших кремов, которые вообще есть в кулинарии. Готовить я этот крем буду без использования яиц, сливок, сливочных сыров и даже крахмала. Итак, 350 мл молока довожу сейчас до кипения, но не кипячу. 90 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. Просеиваю туда 40 грамм муки. Мука у меня совершенно обычная для выпечки. Муку обязательно нужно просеивать. Перемешиваю все это сейчас до однородности, чтобы не было комочков. Общим весом я добавляю туда 150 мл молока холодного. То есть примерно добавила сейчас половину от этой массы. И когда все это перемешала до однородности, вливаю остаток молока. В общей сложности 150 мл молока. Все перемешиваю и иду сейчас на плиту уваривать всю эту смесь. В закипающее молоко тонкой струйкой, помешивая в середине, я ввожу всю мучную смесь. Заметьте, я намеренно беру здесь широкую кастрюлю, чтобы удобнее было перемешивать эту смесь именно на муке, потому что с крахмалом все-таки расходится вся эта масса быстрее. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном довожу всю эту смесь при непрерывном помешивании до кипения. Когда пойдут первые пузыри, провариваю эту смесь еще примерно 1,5 минуты. Вот это важно, потому что на крахмале достаточно будет 30 секунд. Потом снимаю с огня. Добавляю туда 50 грамм сливочного масла. Масло желательно сразу добавлять холодное, чтобы у нас вся эта смесь быстрее остывала. Переливаю сейчас в ту емкость, где заварная основа будет у меня остывать до комнатной температуры. Ни в коем случае не до холодного состояния, потому что потом крем расслоится, если будет холодная заварная основа. Накрываю сейчас ее пищевой пленкой в контакт и отставляю пока в сторону. И в это время нагреваю до комнатной температуры 150 грамм сливочного масла. Здесь у меня 150 грамм размягченного сливочного масла. Повзбиваю примерно 1,5-2 минуты. Просеиваю туда сейчас 20 грамм какао-порошка. Какао-порошок у меня обычный. Какао-порошок для выпечки не алкализованный. Обязательно его нужно просеивать. Почему мы сразу в заварную основу, когда проваривали, не добавляли какао-порошок? Потому что вероятность после добавления какао-порошка, когда он уже у нас проварится, вероятность того, что крем будет расслаиваться, в разы увеличивается. Итак, теперь уже остывшую до комнатной температуры заварную основу по 2-3 столовые ложки добавляю ко взбитому с какао маслу и прорабатываю вот так вот очень быстро миксером. Долго ничего взбивать не нужно. Крем будет неустойчивым, как бы мы его ни взбивали. Это такой рецепт именно для начинки. Но взбивать нужно обязательно масло. Сама консистенция будет более воздушная. Это очень сильно отражается именно на вкусе крема. То есть мы могли бы все это масло ввести сразу в горячую заварную основу, перемешать и уже готовить с ним торт. Но лучше, конечно же, взбивать. Он более пышный, более воздушный все равно получается крем. То есть это крем именно начиночный. И когда взбиваем заварную основу с маслом, температуры этих двух масс должны быть примерно 25 градусов Цельсия, не ниже, иначе крем будет расслаиваться. Вот так он отсаживается из насадки, то есть никаких иллюзий здесь себе делать не нужно, это неустойчивый крем. Огромное количество устойчивых кремов шоколадных вы найдете на моем канале в плейлисте «Рецепты кремов». Крем вкуснейший, очень советую его готовить. И в отличие, допустим, от сметанного крема, от каких-то йогуртовых кремов, он идеально все равно держит форму в торте. Масло дает здесь очень хорошую стабильность. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.